Приветствую вас на моем канале, с вами Александр. Сегодня будет распаковка и обзор универсального картридера фирмы Ugreen. Картридер приобретен в официальном магазине бренда на AliExpress с учетом кэшбэка от Letysshop за $8.13 для обмена данными между картами памяти формата SD, microSD и ноутбуком или смартфоном, который поддерживает OTG технологию. На странице магазина представлено две модели данного картридера. Это расширенная такая 2 в 1 версия, модель CM185 и CM104, более простая, которая стоит $4.39. Предлагается в двух цветах, черном и белом. Бесплатная доставка из Китая в Беларусь за 2 месяца с отслеживаемым трек-номером. Почтовый пакет оценен в $10, вес 60 грамм. Ссылку на товар и магазин оставлю в описании под видео. Продавец вложил открытку и подарок – стяжку на липучке для организации нескольких проводов в один аккуратный пучок. Фирменная картонная коробка Ugreen. С фронтальной стороны упаковочной коробки представлен его внешний вид. Отражено наличие двух интерфейсов, это USB-C и USB-A в версии 3.0. На тыльной стороне упаковки отражены на китайском и на английском языке его технические параметры. Поддержка карт SD, microSD, TF и операционными системами Windows, Mac OS и Linux. И его модель, точнее артикул, указан, наверное, вот этот 50706. На странице с данным продуктом официального сайта производителя Ugreen заявлено, что разъем USB-C поддерживает интерфейс Thunderbolt 3. Внутри картридер серебристого цвета. Корпус изготовлен из металла. Инструкция на китайском и английском языках с иллюстрациями для моделей с артиклом 50705 и 50706. И вот такая петелька с металлическим карабинчиком для подвешивания картридера на ключах в качестве брелка. Внешний вид картридера представлен следующим образом. Он металлический, холодит руку. Здесь есть имя бренда. Индикация обращения к картам памяти отсутствует. На двух противоположных торцах под съемными пластиковыми такими полупрозрачными крышками коннекторы USB 3.0 и USB Type-C с поддержкой скорости обмена данными до 5 гигабит в секунду. На одной боковой грани размещены два слота для установки в них карт памяти формата SD и microSD MMC. Изготовителем заявлена поддержка карт памяти объемом до 512 гигабайт. Габариты не более указательного пальца руки. Длина 75 мм, ширина 22 мм и толщина около 11 мм. Внешний вид аккуратный и стильный. Для тестов буду использовать карты памяти формата microSD Transcend 300S объемом 128 гигабайт, класс UHS 1, NetAC Pro P500 объемом 64 гигабайта, класс UHS 1 и SD-адаптер Transcend. MicroSD карта устанавливается принтером в сторону верхней грани картридера, на который нанесен бренд. Целиком скрывается в слоте и фиксируется со щелчком. SD-адаптер устанавливается принтером вниз, без фиксации, и в слоте скрываются только контакты. Протестирую картридер на моем старом ноутбуке Toshiba Satellite P320B, подключив карточку Transcend 300S через SD-адаптер во встроенный картридер. И на скрине экрана, вот крайний левый, это результаты именно этого теста. Нас интересуют именно последовательные скорости чтения и записи. И, как видите, результаты здесь небольшие. 22 мегабайта в секунду скорость чтения и 12,7 мегабайта в секунду скорость записи. А результатом второго теста явилось подключение microSD карточки в соответствующий слот картридера и подключение через коннектор USB 3.0 в слот USB 2.0 данного ноутбука. Последовательные скорости чтения и записи уже значительно поднялись. Если скорость чтения где-то раза в 1,5, то скорость записи чуть менее чем в 2 раза. И результаты третьего теста при подключении microSD карточки через SD-адаптер в соответствующий слот картридера и подключение картридера коннектором USB 3.0 в слот USB 2.0. И судя по полученным результатам, отличие небольшое. То есть нет никакой разницы подключать в картридер непосредственно microSD слот или через SD адаптер. Включаю безопасное извлечение USB устройства
И система определяет как USB 3.0 картридер. Итак, смена обстановки компьютера. Две карточки сразу устанавливаю в картридер. microSD. И вторая microSD через SD слот. И подключаю в USB 3.0 слот. Спустя некоторое время картридер определяется системой, дополнительных драйверов не потребовалось. Значит, ноутбук распознал два новых диска. Это диск F на 59,4 гигабайта и диск H на 117 гигабайт. По результатам теста слева заметно выросли значения скорости чтения до 92,7 мегабайт в секунду и скорости записи до 50,75 мегабайт в секунду в сравнении с интерфейсом USB 2.0. И эти значения соответствуют заявленной скорости обмена данными карты памяти Transcend модель 300S объемом 128 гигабайт. Теперь подключаю картридер в порт USB Type-C. И аналогично система распознала два диска F на 59,4 и H на 117 гигабайт. Сравнивая результаты теста справа, делаю вывод, что оба интерфейса одинаково скоростные. Возможен одновременный обмен данными между двумя картами и ноутбуком. Но при этом, например, скорости записи падают в среднем до 10 мегабайт в секунду. Для ознакомления демонстрирую скрин сравнительного теста карты памяти Transcend 300S объемом 128 гигабайт, подключенной к картридерам CM185 и CM104. Более дешевые, которые не уступают скорости обмена данными, поскольку схема у них одинаковая и построена на чипе GL3224. Если учесть, что картридер попроще версии CM104 в белорусском интернет-магазине стоит 30 белорусских рублей, что около 15-14 долларов, то могу смело рекомендовать этот продукт компании Ugreen к покупке. Ссылка на товар и магазин в описании. Оцените это видео, подписывайтесь на канал, не забыв нажать на колокольчик. С вами был Александр, до встречи на канале. Пока.